Всем привет! Сегодня расскажу, почему я уехал из Канады, мой опыт и почему переезжать в Канаду в 2026 году является не лучшим выбором. Это не совсем обычная тема для видео на моем канале, обычно я снимаю про другое, но для разнообразия решил сделать такое видео и ответить на многочисленные вопросы, которые мне задают периодически про Канаду. Итак, начнем. Я жил в Ванкувере, поэтому свой опыт впечатления расскажу об этом городе и в целом. Знаю, что некоторые люди сейчас начнут писать о том, что это был плохой выбор для старта иммиграции и надо было ехать в какую-то другую провинцию или город. Поэтому объясняю, почему я поехал именно туда. Первая причина – это общественный транспорт. Есть много автобусов и метро. У меня нет прав и я не хочу водить машину. Второе – это большой город. А в большом городе, несмотря на конкуренцию, больше шансов найти работу банально из-за выбора предложений. Третье – это климат. Тут обычная зима, так же как у меня в городе, иногда снег бывает, но редко. В целом все очень похоже и привычно. Ехать куда-то севернее с большими морозами не было никакого вообще желания, иначе бы я в Канаду даже бы и не поехал. Последнее. У меня там жил друг, и всегда немного проще обустраиваться в новом городе, если у тебя есть хоть кто-то, к кому ты можешь обратиться за советом или помощью. Считается, что Канада, как и США, это страны возможностей. Речь будет только про Канаду, поэтому сегодня разберемся на практике, так ли это и как работает система трудоустройства, возможностей, медицины и всего остального. Итак, первое – это работа. Начнем с поиска работы, и главное отличие Канады от многих других стран будет в том, что работа в 99% случаев будет только по знакомству. Работает это так: если вы приезжаете по открытому разрешению на работу, он же Work Permit, то вы будете сами искать себе работу, ведь работодателя у вас нет. Представим, вы хороший специалист, и особенно тут ценятся узкопрофильные и сможете найти легко себе работу, иногда даже очень быстро. Либо у вас есть накопления, и вы будете жить на них несколько месяцев, иногда даже год и более, пока более-менее получите местные сертификаты, разрешения, лицензии или что-то еще, что вам может понадобиться для трудоустройства. Либо, если у вас нет такой подушки безопасности, вы должны будете найти низкооплачиваемую работу, работая на ней, оплачивать свои счета, расходы и параллельно получая и проходя курсы и соответственное обучение. Вот тут и начинается главная проблема. Правильное составление резюме под местный стандарт – это отдельный навык, приходящий с опытом, который также влияет на ваши шансы. Но здесь даже разные биржи труда и организации вроде WorkBC – это такая местная, так сказать, биржа труда и организация, которая занимается помощью в трудоустройстве и всем остальном, они вряд ли смогут вам с этим помочь. В других провинциях там есть другие службы, но приблизительно суть одинаковая, они все по большей части бесполезные. Во-первых, шансы того, что там действительно подкинут вам работу, стремятся к нулю. Но очень часто они могут оплатить получение каких-то сертификатов для устройства на работу, вроде сертификатов первой помощи и прочих. Во-вторых, даже там могут накосячить и сделать резюме не очень хорошим, которое не будет помогать устраиваться вам на работу. Но представим, вы прошли этот этап, не тратили много времени, начинаете рассылать резюме по вакансиям, просто чтобы хоть найти какую-то работу. Это занимает время, иногда нужно где-то что-то подкорректировать в резюме под конкретную вакансию, чтобы взяли вас. Вы можете отправить 1000, а то и 2000 раз резюме на разные вакансии, на низкооплачиваемую работу, а у вас даже не будет интервью. А работа будет уровня уборщик, работник Макдональдса, разнорабочий. Я нормально отношусь к любой профессии, к любой работе, все профессии важны и нужны, но нужно понимать, что есть работы низкооплачиваемые, где порог входа низкий, и хоть какой-то опыт работы желательно иметь. Но и без него вполне можно научиться очень быстро. Здесь начинается забавный момент, когда вам нужен знакомый или кто-то, кто поможет устроиться на работу. Потому что без чьей-то рекомендации вас не хотят брать. Представьте абсурд. Вы откликаетесь работать в KFC, потому что там есть вакансия. Но вам не отвечают, потому что никто из работников этой компании не является вашим знакомым или другом. А если вы придете в это место узнать за работу, потому что вы видели это место среди вакансий, вам ответят, что у нас нет вакансий. На деле есть, но через знакомых, как гарантия, что вы нормальный сотрудник. Это банально называется кумовство.
какое даже в наших странах и не снилось. Обычно во многих странах, чтобы устроиться на хорошую должность, нужно иметь знакомых или друзей в этой компании, либо еще где. А тут представьте, нужно, чтобы устроиться уборщиком, кассиром или другим работником за минималку, иметь друзей, знакомых, которые тебе помогут. Также есть очень большое количество нереальных вакансий на сайтах вроде Indeed и прочих. Для чего это делается? Представьте, у вас есть своя компания, и вы хотите нанять своего друга или родственника, или очередного какого-то там кента, а он живет за границей. Опустим тот момент с бюрократией, получением разрешений и перейдем к сути. Чтобы государство разрешило привести иммигранта, нужно доказать, что ты не можешь найти этого специалиста в этой стране. Открывается вакансия, люди делают видимость работы, отбора кандидатов, а потом говорят государству: мы не смогли никого найти за полгода, год, поэтому нам нужен иностранный работник. И, о чудо, он находится, и довольно-таки быстро, и дальше уже идет процесс оформления, и таким образом он приезжает. И это я даже не беру ситуации, когда очень многие приезжают по студенческим визам и потом ищут быстро работу, устраиваются каким-то знакомым родственникам и прочее. И это мы говорим про мегаполис. Теперь представьте ситуацию в небольшом городе. Вакансий в разы меньше, зарплаты еще меньше, так как в каждой провинции своя минимальная зарплата и свой процент налогов. Цены на жилье тоже будут меньше, но не настолько, как зарплата. Добавьте сюда отсутствие общественного транспорта там, и приезжему будет очень сложно выжить и адаптироваться. Мои знакомые искали работу в Калгари 8 месяцев после приезда, ничего не нашли и по итогу просто уехали. Кто-то приехал в Манитобу, и похожая история аналогичная, тоже ничего не получилось, либо это были временные сезонные подработки, и с каждым годом становится все хуже с этим, так как в страну приезжает официально только по 500 000 мигрантов, а рабочие места всем так быстро не создаются. В моем случае я нашел работу через 3 недели после приезда, работал в саду, как сезонный рабочий, параллельно учил дальше английский, делал разные документы, чтобы найти работу получше. Ну и даже успел поработать на стройке, но это уже отдельная история. Несколько моих друзей до сих пор не могут найти работу получше, хотя живут в Канаде уже 2, 3 и более лет. Один работает на складе, второй работает на стройке, третий работает водителем, и так ничего и не изменилось. Один из них попытался переехать в провинцию Саскачеван, и, по его словам, там ситуация еще хуже с работой, чем в Британской Колумбии. И далее снова наболевшая тема – медицина. С медициной в Канаде очень большие проблемы. Очень сложно найти семейного доктора, некоторые годами не могут найти, так как людей становится больше и система просто не выдерживает. Если вам нужен узкопрофильный специалист, то к нему очередь будете ждать несколько месяцев после записи от вашего семейного доктора. Это уже обычная практика, когда УЗИ или МРТ придется ждать 2, 3, 6 месяцев или даже больше. Есть walk-in clinic, куда можно попасть к врачу быстрее, но даже там нужна запись. И вас в большинстве случаев не примут быстро, и часто по какому-то вопросу вы будете там все равно ждать несколько дней, иногда неделю. В отличие от США, в Канаде есть бесплатная медстраховка от государства, и часто она много не покрывает. И тогда вы либо оформляете частную страховку, либо платите полную стоимость медицинских услуг. Либо есть вариант, ваш работодатель в качестве бонусов вам оплачивает услуги врачей и походы к дантисту. Часто рабочим дается 1-2 тысячи долларов на поход к стоматологу, если он там работает больше года. И работодатель покроет расходы на эту сумму. Если что-то не очень серьезное, максимум предложат выпить парацетамол и прийти попозже, если совсем уже станет плохо. Вызов скорой платной и обычно стоит несколько сотен долларов, иногда даже может доходить до 1000, там все очень относительно. Один из моих коллег попал в больницу с инсультом, и его скорая забрала прямо с работы. Через 1,5 месяца в больнице он пошел на поправку. Не мог работать и жил на сбережения, помощь родственников, несколько месяцев, пока приходил к себя и восстанавливался. Большую часть расходов покрыло государство, но он все равно остался должен более 80 тысяч долларов. Таких денег у него не было, и он начал оформление банкротства. Следующий момент – безопасность. С безопасностью сейчас все очень плохо и становится хуже и хуже с каждым днем. Но большинство людей делает вид, что ничего не происходит и что все в порядке. Как пример, в центре многих городов, в некоторые районы тебе уже страшно заходить. Там бездомные, которые ведут себя довольно-таки агрессивно. Я не буду из-за правил YouTube объяснять, в каком состоянии они там находятся, с кем, чем, под чем. Сам много раз видел разные ситуации, и как полиция просто разводит руками при нападении их на граждан прямо в метро или автобусах или еще где-то.
Такой случай у меня был. Утихомирили этого товарища офицера полиции довольно быстро, но заявление принять отказались. Ничего же не случилось, иди гуляй, тем более ты иммигрант. Дословно мне так и было сказано. Некоторые скажут, снимай жилье в нормальном районе и тебя это не коснется. Во-первых, жилье стоит очень дорого. Во-вторых, даже жилье в хорошем районе это не гарантия, что туда кто-то не вломится. Снимать жилье тысяч за $5 в охраняемом здании, выезжать на работу и в магазин за продуктами тоже только на машине, но тогда действительно все нормально, если вообще не выходить на улицу. Ну, я считаю это полное абсолютное лицемерие. Я работал в одном из самых дорогих зданий в Ванкувере, и там аренда начиналась от 4-5 тысяч за двухкомнатную квартиру. И было несколько случаев, когда бездомный заехал на электроскутере в заезжающей машине на подземную парковку, разбил несколько стекол и пытался в машинах найти какие-то ценные вещи. По итогу его приехала арестовала полиция, а затем отпустила. Он не понес вообще никакой ответственности. Представьте себя на месте этого владельца. Ваша машина стоит 60-100 тысяч долларов или даже больше. Вам разбивают ее ночью. Виновнику ничего не будет, а вы потом должны бороться со страховой, доказывая, что они обязаны это оплатить или будете платить из своего кармана. В общем, это тот лишний геморрой, который большинству не нужен. Это именно тот случай, когда даже охраняемая территория здания ничего не дала. Потому что обычно в этих зданиях сидит консьерж, а консьерж по закону не имеет ничего права делать, кроме как вызвать полицию. Также был случай, когда одна дама решила устроить перо под ребро таксисту, недалеко от моей работы. Все обошлось, но ей тоже ничего за это не было. Отправили провериться у психиатра, выписали курс таблеток, ну собственно все. С таксистом, слава богу, все нормально. Знаю еще несколько случаев, которые произошли только за лето. Представьте за год и масштаб происходящего, что там вообще происходит и творится. Это, пожалуй, самая главная причина моего отъезда. Если не чувствуешь себя в безопасности, то ничего это не компенсирует и даже деньги. Недвижимость и аренда. Аренда стоит каких-то неадекватных денег в большинстве случаев, когда комната в подвале стоит $1000 в месяц, а комната более-менее уже 1400 и повыше. Квартира обычно стоит более 2000, более $2300 в месяц. Если вы приехали один без финансовой подушки безопасности, то вы будете снимать комнату первое время. Если у вас еще нет работы, вам могут ее не сдать, даже если будете предлагать наперед заплатить за полгода. Тут очень тяжело выселять людей из квартиры или дома. Были случаи, когда не могли это сделать в течение 3 лет, и фактически арендодатель жил бесплатно. Поэтому никто не хочет рисковать, так как вы новенький, без работы, никому это не надо, поэтому будьте готовы. Рано или поздно вы задумаетесь о покупке своего жилья. Квартиры начинаются от $1 300 000, в зависимости от квартиры, района, легко может доходить до 2 миллионов или выше. Дома стоят от 1,5 миллиона до 2-3 и выше. Вы бы заплатили за дом 2-3 миллиона из дерева, который непонятно как построен, что с ним будет через 10-15 лет. Я лично нет. Обычно, если вы хотите взять ипотеку, минимальный доход на семью до одобрения ипотеки должен быть около 240-250 тысяч в год на семью. Если вы будете рассматривать другую провинцию, там будет выше, ниже, скорее всего ниже, если это не Британская Колумбия и Онтарио. Можно найти дома или квартиры дешевле, чем эти суммы, которые я озвучил, но тогда будьте готовы дальше ездить на работу, либо даже далеко ездить на работу, так как все, что ниже полумиллиона или полмиллиона, вы с трудом найдете даже в часе езды от города. Адаптация. Нужно сразу понимать, что большая часть иммигрантов никогда не становится своими, вне зависимости от срока проживания, в отличие от детей, которые идут в школу, заводят друзей и социальные связи. Все иммигранты, которые живут очень долго, в основной массе дружат и общаются только внутри своих этнических и языковых групп. Даже английский уровня C2 это не особо меняет, но про это особо не говорят, но все это прекрасно видят и понимают на практике при переезде. Исключений тоже есть, их много, но мы же говорим про большинство. Зарплаты. И тут будет все разное в зависимости от провинции. Возьмем как пример Британскую Колумбию, в частности Ванкувер. Минимальная зарплата около $18. В прошлом году, пока я там жил, еще было около 17. После налогов у вас будет оставаться около 2600-2800, в зависимости от часов, праздников и прочего. Ну давайте посчитаем по минимуму расходы.
новоиспеченного иммигранта. 800 тысяч долларов или даже дороже будет стоить снять комнату. 200 долларов проездной на метро, автобусы в месяц. Мобильный интернет будет стоить около 100 баксов. На еду у всех уходит по-разному, но если самому готовить, то будут уходить примерно 400-500 долларов в месяц на человека и выше. Это сильно зависит от того, что вы едите и как часто. Иногда даже может уходить и 600, и 700 долларов. Если не сильно шиковать, то у вас останется 700 долларов. Если сильно экономить, 1000. И все остальные расходы уже ложатся на эту 1000. Добавьте в графу расходов поход к зубному или покупка каких-то вещей, либо еще какие-то расходы, и останется мало что. В случае, если вы нашли работу с зарплатой гораздо выше, например, 25 или 27 долларов, на руки вы будете получать 3300-3500 долларов в зависимости от часов, праздников и прочего. Ситуация, конечно, меняется, но не намного, а устроиться на такую зарплату довольно сложно новоприбывшему. Ну, допустим, это получилось. Итого вы сможете снимать себе уже квартиру, а не комнату за 2000, 2200 или даже дороже. Сейчас немного цены упали, возможно, даже за 1800 найдете. Расходы на еду такие же, и вы захотите ездить на машине, чтобы кататься меньше на общественном транспорте или вообще про него забыть. Обычная ставка кредита на авто 10-15%, очень редко ниже. Месячный платеж будет где-то баксов 600, при стоимости машины более 30-35 тысяч. Добавьте сюда еще бензин 200-300 долларов в месяц, если вы любитель покататься. Страховка еще 200-400 долларов. Добавляем сюда затраты на обслуживание, и даже здесь от зарплаты мало что останется, несмотря на улучшенные условия жизни. Это как раз к тем, кто думает, что в Канаде все получают очень высокие зарплаты и у них остается очень много денег. Поэтому, чтобы хорошо тут жить, нужно получать хотя бы 1070 долларов в год на человека. Транспорт, банки и бюрократия. Например, в Ванкувере есть метро и около 700 единиц транспорта. Даже в этом случае будут пробки, иногда метро не работает, потому что бездомный каким-то образом зашел в тоннель, и вся ветка будет стоять его ждать, пока не разрешат вам двигаться дальше. Либо просто автобус не приезжает по расписанию, такое тоже часто случается. Кстати, если идет снег в Ванкувере, начинается дорожный коллапс. Много наземных линий метро, они замерзают и просто не работают, если температура ниже нуля или снег. Представьте, в зимней стране не работает метро из-за снега. Чтоб вы понимали, даже при таком уровне снега уже могут быть проблемы. Испытал на себе, когда закрывали метро и приходилось непонятно как добираться домой. С банками все относительно неплохо в сравнении с Европой, но тоже своих косяков полно. Особенно если сравнивать с нашими приложениями. Когда вы только приедете и откроете счет, вы получите кредитку на 500 тысяч долларов и можете ей пользоваться. У вас там будет кредитный рейтинг, credit score. И чем у нас выше, тем проще будет получить какой-то кредит в будущем или рассрочку. Платите с кредитки, потом до определенного дня закрываете без процентов. Вы хороший клиент, вам поднимают рейтинг. Через 8-10 месяцев можете взять что-то в кредит, в рассрочку, например, там телефон, какую-то технику. Если раньше этого срока, вам, скорее всего, его не одобрят. С машинами там чуть другая система, поэтому этой темы касаться не будем. Максимум можно взять на сумму вашей кредитки. То есть, если у вас 2000, то товар за 4000 вы точно не купите. Это называют беспроцентной рассрочкой через Affirm, например. По факту я как-то брал часы Apple и переплата была 13%. Вот вам и беспроцентная рассрочка. До этого я даже не мог взять эту рассрочку. Есть кредитное бюро, которое называется Equitax Canada. Там ваш кредитный рейтинг и прочая информация. Там случилась какая-то ошибка при передаче данных из банка, и моя дата рождения была неправильная. Из-за этого нельзя было ничего оформить. Я тогда хотел ноутбук купить, прокачать кредитный рейтинг, ну и заодно не тратить много денег на случай надобности. Хотя мог купить за наличку, но позже я так и сделал. Я пытался туда дозвониться, полчаса бьешься с автоответчиками, потом либо трубку вешают, либо ничем помочь не могут. На email никто не отвечает, на сайте нельзя тоже ничего редактировать в своем профиле или отправлять какую-то заявку фоткой ID и всего остального. В общем, просто ужас. В банк ходил, но они тоже не смогли помочь, потому что у них все данные правильно, а дальше они уже ни за что не отвечают. Моя знакомая с такой же проблемой даже отправляла заявку заказным письмом в главный офис. Других отделений у них же нет. Тоже ничего не произошло. Все так и осталось.
Впоследствии я уже ноутбук с карты заказал в магазине, мне через сутки произошла отмена в главный офис, потому что других отделений физических у них нет. Точно так же ничего не произошло, все так и осталось. Впоследствии я просто купил ноутбук с карты и заказал в магазине. Но через сутки произошла отмена заказа, деньги вернулись. В другом магазине просто не проходила оплата, требовала канадскую карту, хотя я канадской платил и кредиткой пробовал, тоже бесполезно. Пришел как-то в магазин, там тоже нельзя было оплатить, потому что это интернет-товар и оплата только онлайн. И это только я слегка коснулся проблем с канадским сервисом и так во всем. Даже когда я уже оттуда уехал и хотел подать налоговую декларацию через Equitax Canada, начались проблемы. У меня было несколько ТИФО, ну то есть от каждого работодателя, у которого я работал. И мне нужна была помощь бухгалтера, чтобы все правильно заполнить и указать, что я уехал. И тут просто начался какой-то типичный канадский сервис. Забронируйте звонок по телефону, при том, что я живу за границей и туда банально не дозвонишься. На почту им написать нельзя, в личном кабинете ничего сделать нельзя, ничего не работает. В итоге я зашел на Equitax USA и там с помощью их поддержки смог свой решить вопрос с канадской системой. Сделал отмену, воспользовался потом услугами другой фирмы. Представьте мое удивление, когда ты позагружал свои налоговые формы, свое ID на сайт Equitax Canada, потом заходишь просто на другой сайт Equitax США под своим логином и паролем, и у США тоже есть вся моя информация со всеми моими данными, ID и декларациями. Это уже как бы жирно намекает на отсутствие независимости Канады от США. Если у соседнего государства есть твои данные через какой-то канадский портал, в том числе налоговые. Иммиграция и вид на жительство. Есть разные варианты, как получить вид на жительство и после стать гражданином. Есть разные программы для подачи на PR. Чем вы моложе, тем больше у вас баллов, уровень языка также влияет. Сейчас минимальный порог это 7 баллов IELTS, а чтобы конкурировать нужно 8 или даже 9 баллов, по сути уровень носителя C2. Если вы приехали из Украины, то никаких специальных программ нет и не будет. Пока у вас есть разрешение на работу и время, подавайтесь как можете, не успеете, вам документы продлевать не будут. У меня уже есть два таких знакомых, одному не дали новое разрешение на работу, старое закончилось и ему дали предписание покинуть Канаду. Поэтому имейте в виду. И также при подаче на PR обработка заявления стоит $1500, услуги адвоката могут доходить спокойно до 10-15 тысяч за ведение за стандартную подачу. Так что имейте в виду, это недешево. Плюсы жить в Канаде. Не буду перечислять только минусы, хотя лично для меня их объективно больше. Но также и плюсы я тоже нашел. Очень много мест, куда можно сходить, найти себе развлечения, очень много парков, национальных парков, троп для хайкинга или походов. В целом все очень с этим хорошо. И очень красивая природа. Если есть вариант с хорошей работой, то можете жить в провинции подешевле, и там точно так же будут свои места для посещения, как живут многие люди, и в принципе им даже нравится, в отличие от мегаполисов. Если вы в своей стране жили не очень хорошо, тут можете жить чуть получше. По крайней мере, какие-то вещи вроде электроники товаров и прочего не будут такими дорогими, потому что у вас будет местная зарплата. Но если речь заходит о жилье, медицине или чем-то еще, ситуация такая же, как везде. Дорого, долго и сложно. Вот такие основные моменты я выделил для себя, наблюдая со стороны и живя в Канаде. Некоторые темы вроде политики, ценностей, которые тут пытаются в школах навязывать, я не поднимал, потому что это YouTube, он очень этого не любит, да и все про это слышали и знают. Что думаете об этом? Напишите в комментарии, особенно интересен ваш опыт. Если вы со мной в чем-то не согласны, можете написать с чем и почему. До встречи в новых видео!